Добрый день, приветствую вас на своем канале. Вот у меня такие джинсы. Они уже поношены. Носить их уже, наверное, не самый лучший вариант, но выкидывать их еще рано. Я решила дать им вторую жизнь. Из одних этих джинс в итоге я сшила две юбки. Первая — это то, что вы видите сейчас.
Про вторую расскажу в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь ссылкой в соцсетях. Вязать мы будем не по прямой, а сделаем фигурную линию. Так будет юбка смотреться значительно интереснее и покрасивее. Для этого линию отреза мы рисуем на одной половине. Отрезаем. И для того, чтобы у нас обе половинки были одинаковые, складываем обе половинки, скалываем их и отрезаем. И тогда у нас будут абсолютно одинаковые левые и правые половинки. Ну вот, кокетка юбки у нас уже готова. Надо будет выкроить только полотно нижнее у юбки. Для нижнего полотна я купила отрез ткани батист. Батист — это легкая хлопчатобумажная ткань, в которой очень комфортно летом. Нам необходимо кусочек 120 на 120 сантиметров. Складываем его в 4 слоя. Нам надо вырезать круг. Длина окружности равна объему бедер. Зная объем бедер, легко посчитать радиус, который нам необходимо здесь отложить. У каждого он будет свой. Забыла сказать, что мы шьем юбку солнца. Отрезаем лишнее, и у нас юбка готова. Теперь нам осталось только соединить кокетку с самой юбкой. Вот эти две детали нам теперь надо сшить между собой, и юбка будет готова. Поскольку у нас неровная линия пришива, а мы сделали ее фигурной, то вначале надо приколоть юбку к кокетке, а затем приметать ее. Вот прикололи юбку, и теперь можно посмотреть, что у нас уже получается. Нас все устроило, и теперь мы приметываем. Мы сметываем вместе эти две детали. Теперь мы пристрачиваем юбку к кокетке на швейной машинке. Перед тем, как обработать этот шов, нам надо сделать надрезы. Это делается для того, чтобы ткань потом хорошо вывернулась. Далее мы обрабатываем эти швы и приступаем к подгибу юбки. Мы выкраивали четырехугольник, и подгибать его очень просто. Подворачиваем 2 раза и прострачиваем по всему периметру. А теперь мы сделаем декоративную строчку нитками желтого цвета, такими как сшиты все джинсы. Вот и все, юбка готова. Новое, оригинальное изделие в вашем гардеробе. Минимум затрат по времени, минимум затрат по деньгам и море удовольствия от вашей работы. У нас осталось немножко ткани, и мы сделали из него небольшой поясочек для декорации пояска. У нас получилась легкая, красивая, удобная юбка, которую очень хорошо носить летом. А в следующем видео я вам покажу вторую юбку для девочки, которая шила из этих же самых джинс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь с друзьями.